Вот и он, Шверинский замок. Снимал я уже 1000 раз. Здесь вон велосипедная банда какая-то, вон 15 человек. Да. Тут вот опять какое-то мероприятие они вон будет настраивают. А что вот так вроде бы хотели повернуть, не? Вот. Вечно строящийся Шверинерс шлёс. И вот сколько я здесь живу, его всегда строят. Ну, реновируют, репарируют. А, блин, господи. Чинят. Бесконечно эта история. Реально уже 20 лет. Что-то заканчивают чинить, другое тут же начинают. И эта стройка здесь без конца. Капец ветрено. Обожаю. Люблю просто. Уважаю арабов. С ними всегда можно договориться о чем-то. Они всегда хильфберай, готовы помочь тебе. С немцами, блин, ну, не скажу, что немец бы сразу отказал бы, но они такие пугливые. То есть, если бы он хоть чуть-чуть заметил какой-то подвох, типа, ты не местный, ты типа ауслендер, ты подозрительный. Не, нельзя. Ну, в общем, с немцами договориться, это, блин, вот надо еще в хорошее время попасть, когда и произвести хорошее впечатление, и, в общем, 50 на 50. А с арабами всегда можно договориться. Они, я бы сказал, ну, не такие пугливые. То есть, если я его прошу по-человечески, что вот надо зарядить, то почему нет-то, господи. Вежливо прошу, еще и покупаю что-то. Ну и плюс мужик в возрасте. Хотя, я думаю, молодые тоже не отказали бы. Не знаю, арабы как-то мне, конечно, ближе, чем немцы. Соляви. Что не записывается же мой штреки сейчас, что я еду. И это получится, блин, а тут хороших еще километров. Сколько? 5, 6, 7. Я забыл совсем. Мне, конечно, важнее, чтобы он был заряжен. Ну и, блин, записывать пробег тоже мне важно. Блин. Посмотрим, сколько я всего потом наезжу. Если там будет около 50, то придется еще проехать недостающие 5 километров. Было за 50, за 150, а если там будет далеко до 150, то уже и хрен с ним. Такой план. Блин, все цветочные магазины закрыты. Фердам-то шасси. Пятница, еще 5 нет. Блин, как так-то? В Walmart ехать. Это подстава. Walmart тут еще, блин, хороших 4 километра получится. Свет горит еще. Что там? До 16. Взгляд. Ничего, еду в Walmart за цветами. Я и не покупаю, потому что живу далеко. Часто ездить не могу. Просто физически. А живые цветы вянут, и потом там такой вид удручающий. Поэтому только надо такие, которые в землю. А так как кроме меня больше никто не ходит, то эти цветы будут стоять месяц-два, когда я не приеду и выкину их. Все это время будет такой удручающий, повторюсь, вид. Наверное, не уложусь. Уже 5 часов. Я еще иду за цветами. Короче, можно смело прибавлять еще 10 километров. Километра 4-5 от Дюнерна до магазина этого Стопудовченко.
какие цветы вообще сейчас летом актуальны? Это для меня большой вопрос. Наверное, вон те вот. Вон те. Вот эти вот. Еще гляну, скорее всего, эти возьму. Вот эти вот, может быть. Фиг знает. Стрёмные. Сейчас стеллажик тоже неплохой. Тут что-то всякое разное есть. Он тоже что-то не фонтан все. Вот эти вот симпатичные. Мне нравятся. Только из этих двух тем больше сиреневого. Но вот это прямо четко. Приветик, Юля. Привет, моя дорогая. Привет, моя хорошая. Приветик. Я скучал за тобой. Всегда за тобой скучаю. Всегда о тебе думаю, моя хорошая. Всегда. Тебя ни на секунду не забываю. С собой не взял, хочется руками. Не знаю, там были цветы и какая-то свечка, вроде не моя, какие-то цветы. Ну, они, наверное, уже отцвели. Я их вообще вырвал, не знаю. Может, если кто был, вам, во-первых, большое спасибо, что не забываете, Юля. Ну и не обессудьте за цветы, они уже выросли слишком большими, вымахали, я их вырвал и посадил, чтобы было аккуратно, вот один такой букетик. Ну, если кто был, я не знаю, это бурьян или нет. Если нет, и кто-то был, то вам большое человеческое отдельное спасибо. Вот прямо от души, что не забываете. Потому что к ней, ну, действительно, кроме меня, кто-то еще приходит, кто-то иногда, я не знаю кто, один. Мне кажется, один человек какой-то к ней приходит, и все, больше никого. Поэтому, не поэтому, а просто большое вам спасибо. И не обессудьте, вырвал, чтобы так чтобы было красивее. Потому что они будут сейчас в разнобой, те длинные, большие, эти короткие. Будет некрасиво.
красавчики. Заботливые я. Балбес. Все, блин. Говорю, надо принести. Ну, просто здесь-то и складывать негде, хранить негде. Они просто вот в посадке в кустах люди держат, там грабли, лейки. Вот еще тряпки. Никогда там тряпок не было. Отродясь. Вот еще и тряпки кто-то. Спасибо им большое. А тут просто с этих сосен, оно прямо масло какое-то. Все масло как будто. С этих сосен течет что-то. Что это такое? Я вот рукой протер памятник, и руки шли.
поснимать замок. Привет и пока. До следующей встречи. А теперь я на фоне замка. Та-да! Так, известно, много что-то очень много. Надо их всех сразу объехать. Всех народу. Свои гиреты, свой телефон, свой Powerbox. Слава богу, ничего не свистнули. Красавчики, заряжалось всего 1:45. Ну, это совсем другое дело. Теперь можно поспокойнее ехать. Даже можно чуть попозже наушники включить. Не засчитаются мои 150 километров, потому что до Дёнерной 71 километр. А туда до магазина, куда я ездил, до Юли, потом еще дальше до магазина, туда еще километров 5 в хороших в одну сторону. В общем, было бы точно за 150. Но теперь у меня, конечно же, когда я приеду домой или в этот Шван, у меня явно больше не будет желания еще накатывать 10 километров, либо туда каким-то чудом вообще образом добраться до машины. Вообще интересная штука, когда ты вот так вот бросаешь где-то машину, и ты доехал до цели, а потом у тебя выбора нету. То есть ты потом хочешь, не хочешь, можешь, не можешь, но тебе надо ехать обратно, потому что там машина и тебе надо домой. Какие варианты, других вариантов больше нету. Не знаю, разве что в Ширине там пойти на поезд. Но это будет тоже куча времени, кучу денег. И то до Швама что-то ездит вообще. Хотя да, я же оставил машину у этого ЖД вокзала. Ну, это такой себе вариантик. Рассматриваю, то есть там поезд или что, или такси. Мой принцип минимально, как можно минимально тратить денег в этих велотурах, потому что тогда будет теряться весь смысл. Деньги надо тратить там, где ты сырый, отдыхаешь, там тра-ля-ля. А в велотуре, не знаю, я стараюсь минимально тратить деньги. И еду брать все с собой с дома. Сейчас уже чувствую, водичка пойдет. Всю дорогу толком пить не хотел, заливал в себя. А сейчас уже чувствую, еще и не хватит. Прямо счастлив, что я сумел доехать, что я все-таки сделал то, что задумал. Иначе, если бы я повернул прямо возле Шверина, я бы сам себя потом терзал бы долго и нудно. Так, чуть-чуть оставалось. А сейчас так все прямо хорошо совпало. Я и все зарядил. И цветы купил, и поубирал, и поддраил памятник. И, блин, я рад, прямо рад. И даже, по-моему, ветер в спину сейчас. Потому что сюда всю дорогу был в лицо ветер. Сейчас так хорошо прямо катится. 75 километров сейчас на Тахо проехал я. Чувствую себя хорошо. Единственное, что пить. Чуть попозже становлюсь, попью. Это после Дёнера так пить хочется теперь. Покупался, вода теплая в озере. Чистая. Ну, не здесь. Вообще там, где вот есть места для купания. Но полотенца нету. А если так, то это я буду долго и нудно обсыхать. Хотя прямо так подбивает покупаться, капец. Не знаю, сейчас буду дальше ехать, если где-то будет приличный прямо вход в воду, будет чистая вода, наверное, скупнусь. Я вообще тогда буду утром дома, если я еще буду останавливаться купаться. Но так взбодриться будет не помешало.
Мелко, конечно, здесь. Надо идти далеко, стрёмно. Вдруг велосипед уведут, а у меня здесь телефон и все дела. И вообще все, и я не успею по этим острым камням добежать никуда. Тут сел и поехал. Поэтому я так уже по пояс зашел и окунулся хорошо, прямо освежился. Сейчас можно дальше ехать. Красота! Сюда. Сейчас обсохнет грамульку. Поедем, друзья. Я записал вообще что-то. Погнали, друзья. Нас еще ждут 70 километров. Вернулся, прямо опять силы появились, энергия появилась. Хорошо, прямо, а? Вообще бы сейчас так вот полежать бы там, окупаться херню всех. То есть там дно такое каменистое, неприятное. И мелко очень. Далеко надо идти и стрёмно велосипед оставлять. Здесь места, конечно, дикие, но все равно, когда ты за 150 километров от дома, остаться еще без велосипеда, без денег и без телефона, ну это, блин, чревато. Хорошо. Хорошо. Просто очень хорошо. Думал, ехать, не ехать, а сейчас просто счастлив, что поехал. Вон какой вид на озеро сверху. Просто счастлив, что поехал. Знаете почему? Потому что, блин, ты не видишь дома или там где-то по месту катаясь. В принципе, я катался всю неделю, но это какие-то были пасмурные погоды, все вокруг по месту, вокруг да около, где-то выберешься вот так подальше и видишь эту красоту этого мира и такой вау, вау, и вот честно, вот прямо это очень красиво. Мы живем в красивейшем мире вообще. Он везде причем красивый. И просто мы его не замечаем. У нас глаз замыливается, когда мы в одном и том же месте, в одних и тех же местах. Там, не знаю, дом, работа, где-то мы еще бываем. И глаз замыливается, и ты ничего не видишь. А где-то так отъедешь. Посмотрите, какая красота. Я не знаю, передает камера, нет. Вот эти тополя высокие и вид на озеро. Удивительно. Это прямо... Я такой сейчас думаю, что вот прямо красавчик, что поехал. Ну, 150 километров, ну, ветрено, ну, подустал, пофигу. Главное вот это вот все увидеть. Как это красиво.
живем, друзья, в красивом мире. Его надо просто увидеть везде. Красиво этот мир, солнце, вот солнце вышло и сразу все стало красиво, все стало красиво. А было пасмурно, дождь, нифига не было красиво. А сейчас такая красота. Офигеть. Слушайте, прямо как цикады поют. Солнце вот пригрело, и они прямо такой хор. Это вот я наушники снял, и сейчас прямо вот иногда стоит их снимать, потому что я всегда с музыкой гоняю, и у меня всегда какая-то там орет металюга. Послушайте, как эти цикады стрекочет, и ветер, и этот закат. Блаженство, это блаженство. Дорога чудесная, прямо вдоль леса и вдоль поля. Еще и такая полупесчаная дорога. Класс. Красота. Там лес. В общем, такие мысли меня посещают, что 200 километров на этом велосипеде я шахну тоже осилю. Сейчас около 90. Я вообще прекрасно себя чувствую. То есть я еще не приехал, конечно, но 150, я думаю, проблемой вообще не будет. И 200 прямо вот мах-бар. Прямо вот осилю. Прямо чувствую силы на этом велосипеде 200. Уже все, что больше 200, я хочу вот на этом 200 и все, максимально, и потолок, и больше не буду. Даже пытаться не буду больше 200. А уже на том, на новом, уже можно, будем посмотреть, уже можно будет и побольше бреветики катать. Следующие 300, потом 400, потом 600 люди катают. Это надо как-то с кем-то, одному, конечно, днями напролет скучновато будет. Не, сейчас вообще кайф. Вот сейчас одному вообще не скучно, хорошо, так прям приятно. Ветер меньше стал, закат, относительно тепло, градусов 18. Ну, приятно прям, хорошо. Не знаю, камера передает эту красоту, эту аллею. День. Пятница. Вечер. Я подозреваю, что там футбол начался. Вообще ни души. Дороги пустые. И только одинокий всадник, веловсадник, рассекает просторы немецкой земли Мекленбург-Форпомен. И только он один наслаждается в этот миг этим великолепием и этой красотой. Она вся его. Эта красота вся моя! И это великолепие все мое сейчас, лично мое. Посмотрите на эти поля.
И это все мое. Вот сейчас, в данный момент, данную секунду, это все принадлежит мне. Я могу это все видеть, созерцать, чувствовать. Разве это не счастье? Антюшка, ты такой хороший. Видимо, недавно построили, выглядит свежо. Фабрика, друзья, матрасная фабрика. О, сколько в этом слове для меня. Не забыть бы фотографии найти. Пару штук буквально я сделал на этой фабрике. Там должны в глазах моих читаться безнадега и отчаяние. Котяра, алло. Отчаяние. Это то, когда ты такой в чужой стране. Тебя закинули на какую-то непонятную работу, ты ни хрена не понимаешь, ты вообще не хочешь, не можешь, ты ни с кем не разговариваешь целый день, только скалишься, как дебил. И такое в голове только одна мысль: пиздец моей жизни. Вот тут я, блин, и помру в этой вонючей квартирке, живя в этом районе. Как эти алкаши, все соседи спивались там втихую вместе с ними. И работая вот на этой фабрике матрасной. У меня там в глазах должно быть отчаяние. Такое просто, такое тупик. Типа все. Все. И причем, наверное, есть два вида отчаяния. Когда ты еще такое на что-то надеешься. И отчаяние, когда ты уже такой, все, у тебя в глазах уже, ну, просто пустота. Мне кажется, я там еще надеялся на что-то. Да. Где она, матрасная фабрика? Я ее объехал, проехал. Не, должна еще быть. В то время описать, а не подобрать, не подберу слова. То есть, когда у тебя, ты в чужой стране, ты не знаешь языка, у тебя ни копейки денег, еще какой-то, ну, просто ты в долгах, там, тебя выселяют с квартиры, потому что ты не можешь за нее заплатить. Ни знакомых, ни друзей, ни денег. Работа какая-то, говно просто за копейки, там, батрачишь с утра до ночи, хрен знает, как далеко, 40 чем-то километров от дома было. Дом просто 4 голые стены и кровать. Все, ты просто приходишь и заняться нечем. Я просто приходил и ходил по району. Просто ходил, просто чтобы с ума не сойти. Ина, если б не Ина, то, конечно, все могло бы закончиться трагично и печально. Ты, если смотришь, спасибо тебе. Я понимаю, что тебе лучше бы, конечно, чтобы печаль со мной закончилась. Прекрасно понимаю. Но если тебе будет от этого легче, то считай, что ты одного человека спасла. Когда кого-то спасаешь, мне кажется, не зря жизнь жил. Вот я, к сожалению, все, до чего дотрагиваюсь, только рожу. В общем, да, не все было прям вот так жутко. Вернее, было, но благодаря, повторюсь, Ине, тогда она меня просто вытянула. Ну, просто, не знаю, это был глоток воздуха, когда вот все очень безнадежно, и ты такой, ну вот все, типа, ну вот, дальше нет смысла. И потом раз, и глоток воздуха тебе. Ты тонешь, и тебе глоток воздуха. И она была этим глотком. Я, конечно, свинья. Знаю. Неблагодарная. Хотя
Вот сейчас будет эта матрасная чертова фабрика. 150 километров без наушников, у тебя есть время просто проанализировать и вспомнить всю свою жизнь просто. Ты можешь сейчас на камеру наболтать такого, что потом будет стыдно и страшно вообще. Потому что ты просто предоставлен сам себе. И это одновременно и хорошо, и плохо. Плохо для контента, ну что как наболтаю всякого. А хорошо, ну, наверное, забывать нельзя многое. Многое надо помнить. Хотя, может, и не надо. Ну, в общем, когда долго едешь, есть время подумать и вспомнить. О, уже на секундочку 8 часов вечера. Начало 9-го, а мне еще 2 часа ехать. Еще километров 45 точно. Да. Но нету такого сумасшедшего ветра. Доеду. Как-нибудь доеду. Сейчас надо сделать небольшой привал, попить воды. Я, собственно говоря, пока что съел только пирог весь. Еще у меня 2 бутерброда с нутеллой и банка кастрюля риса. А я что-то вообще не голодный. И, походу, этот рис домой еще привезу. Колбасная фабрика, матрасная фабрика, колбасная фабрика, Маплан, кабельный завод. Это все в одно и то же время. И я там прямо подыхал. И вот на всех этих работах просто подыхал. Там еще в 3 смены по ночам надо было работать. И я вообще не высыпался, вообще не спал толком. Это вот еще молодость, потому что сейчас я такой режим не вытянул. 40 лет я тогда помню. Ну, блядь, уже 9 лет назад, ни хера себе. А я все это помню как вчера. На кабельном заводе в ночную смену такой. 40 лет. Я такой, печалька. А порадоваться-то, отпраздновать не с кем. А, нет, опять же с Инной мы праздновали, да. Блин, если бы не она, было бы все, не знаю, что вообще было. И было ли бы вообще что-ли. Просто никого. За час проехала одна машина, и та был какие-то хиппи, которые вот явно свободолюбивые люди, не до футбола. Моими фирменными бутербродами с нутеллой. Ага. Хороши бандиты. Углеводные углеводы. Вот шайсы, друзья. Энергетик в сумке открылся. И все просто, вон там все плавает в этом энергетике. И все вот это пофигу, это все мокрое. А вот аккумулятор от экшн камеры, я думаю, ему это не очень понравится. Шайсе. Это ж надо. Собака открылась. Нехорошо. Блин, это такая сумка офигенная. Я теперь не знаю, как ее надо как-то стирать.
И надо очень аккуратно стирать машину. Очень классно. Блин, вот не было печали, а. В принципе, ничего страшного, это все постирать. Лишь бы аккумулятор не навернулся. Ножка вон уже почти болочится. Вода открылась. Энергетик в сумке. Чему я вообще все это наболтал? Все это дурацкая матрасная фабрика. Триггер. Вот эти триггеры, которые... Увидишь их и такой... И все, нахлынуло. Нахлынуло опять. Вот она, сучка. Я думаю, где я, блядь, проехал? Вот эта гребаная матрасная фабрика, блин. Будь она неладная. Еще мне надо на колбасную фабрику, на которой я тоже, будь здоров, отработал. Никогда не забуду мою еду. Пачка печенья, пакет молока и сигареты одна за другой. И у них там, это было на колбасной фабрике. И у них там было 2 столовых, где люди ели. Для курящих или для некурящих. И я, блин, единственный раз в жизни видел, как вообще, в чем разница курящий и некурящий отдел. Для курящих там было все стены, потолок, все было такого коричневого цвета от никотина. Ну, не прямо коричневого, но такого. Стены были не белые, а такие темно-желтые, коричневатые от никотина, только от никотина. А заходишь туда в некурящий отдел, там все чистенькое, беленькое. А там, где курящие, там люди ели и курили. Это несчастные, там кто работает, только люди с сайт-фирмы и поляки. Ну что там нормальный человек не может работать. Ну как? Да это жесть какая-то. В каких работах я только не работал, блин. Матрасная фабрика. Я помню, еще тогда в цех пришел вот хозяин, самый-самый главный, вот которому принадлежит эта фабрика. И он такой лощеный, прямо вот как будто сейчас с него будут картину писать. Вот, именно лощеный. Ну, я абсолютно ничего не имею против. Я, наверное, тоже был лощеный, если бы у меня деньги столько было. Ну, прямо такой щеголь. То есть он в возрасте был. Мне тогда еще 40 не было. Ему так 55-60. И он такой в возрасте, и такой одет как дэнди прямо. И такой прямо произвел на меня впечатление, я помню. Это дядька. Я такой, кто это? А это ему все принадлежит. Я такой, прикольно. А у меня футболка СССР с гербом. И в глазах безнадега. Но он меня не видел. Это я сам для себя. С Лысым. Здесь платное озеро. Здесь за деньги можно рыбу ловить. Точно. Вот это оно, это озеро. Тут платишь вон в этой будке и лови сколько влезет. Лет 15 назад это было. А может и 20. У меня такое ощущение, что я теперь все время с горы еду. Класс. Алло. Я их столько много проехал. Каждый раз проезжая мимо. Так, блин, надо было снять. С той стороны вон еще. Они здесь везде. Вот все хорошо, только от рюкзака плечи болят. Трапеция, караул.
тупо еду по лесу и молюсь, чтобы не разрядился фонарь. А то будет как-то совсем грустно в лесу без света. Пауэрбанк опять сел. И это последний лес. Больше вроде не будет. Но этот лес с болотом. Я помню, когда ехал, конкретное болото было местами. Осталось с полчаса, наверное, еще. Может, минут 40 до машины. Так. Google Maps показывает, что осталось ровно полчаса и 10 километров. Что, какой-то костер палит. Да. И Strava показывает, что я проехал 130 километров ровно. Но это не совсем так, потому что я еще в Шверине без учета ездил. Не знаю сколько, вот, ну, туда-сюда вполне может быть еще 10 километров. В общем, все вместе сегодня будет около 150. Блин, я себя прекрасно чувствую. Прекрасно. За 200 шафнуть легко. Причем в июле уже. В отпуске. Неужели я сделал это? Машинка любимая моя. Я доехал, у меня хватило зарядки. Я даже с фонарями со всеми доехал, их всех хватило. Я сделал это. Это было непросто. 150. Я думаю, 150. Сейчас будет показывать 140, но по факту 150 я проехал. Все, друзья. Все, друзья, доехал. Ура, юпи. Все, друзья, завершился этот велотур. 150 километров. Велотур был относительно легкий, без приключений, без эксцессов. Все прошло гладко. Собственно говоря, и не напряжно. Единственное, что от рюкзака у меня вот это все шейный этот отдел болит. А так вообще прекрасно себя чувствую. Ну и ветер. Ветер, конечно, это все заняло. Я целый день сегодня выехал в 9:30, приехал вот... Еще не приехал, я только сейчас в 11 вечера запаковался в машину. Еще час домой буду ехать, и в 12 буду дома. Короче, целый день. 150 километров целый день, это, конечно, очень долго. Ну, ветер и как бы МТБ, mountain bike, это не Ренрад, не Гревел, это МТБ. Это толстые колеса, тут не до скоростей. Плюс я его еще нагрузил конкретно. Вот. Все, друзья, мотивируйтесь и развивайтесь. Подписывайтесь на канал, лайкайте. Обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Ты по-пидорски попрощался. Пока. Пока, народ. Пока, друзья. Пока, подписчики. Пока все, кто меня смотрит. Мотивируйтесь и развивайтесь просто. Всем мир, друзья.